Перед началом видео хотелось бы почтить память моего прошлого микрофона. Он пал смертью храбрых и отныне не хочет подключаться к компьютеру. Однако... Поэтому заранее предупреждаю, иногда мой голос в видео может отличаться по звучанию. Вы находите старый компьютер на гаражной распродаже. Вы решаетесь его запустить. Last Scene Online. Так, стоять. Чё, мы прям без вступления погрузимся в игру? Не пойдет. Начало 2000-х годов. Нормально так заныл, да? Меня тогда еще и не существовало. Интернет только начинает набирать обороты и потихоньку формировать свой вид. Кто мог подумать, что спустя уже почти четверть века это время свободы и странных, творческих экспериментов будет иметь высокую популярность. За примерами далеко ходить не надо. Думаю, вы слышали уже про нашумевшую пару месяцев назад Кинита Пэт. Блять! Для различия, извиняюсь за эти слова, но они очень подходят эстетике или же кора имеет большой спрос. Но это тема для других видео. В общем, пролистывая страницы рекомендаций Steam, я наткнулся на занятную игру с названием Last Scene Online. Зацепила меня она своей стилистикой, которая как раз завязана на старых компьютерах и интернете. Создана была не особо известной командой инди-разработчиков и по совместительству издателей Sochin Studio, и выпущена Steam совсем недавно, буквально 3-4 месяца назад. Я прошерстил интернет 2 секунды и выудил сайт студии разработчиков. И давайте я вам просто прочитаю, что тут написано. Sochin. Мы создаем игры, которые нацелены на опустошение кошелька Генри. Работа с нами. Здесь, в Sochin, мы верим, что великие игры появляются благодаря маленьким командам с сильным управлением, что значит, что одному человеку должно принадлежать как минимум 80% игры, начиная с кодинга, заканчивая сюжетом, звуковым и игровым дизайном. На данный момент мы не нанимаем новых сотрудников, так как в студии находится лишь Генри, и Генри не может позволить себе выдавать зарплату, но если вы к нам обратитесь, Генри поможет вам начать, подготовить и выпустить вашу игру. Также Генри может помочь вам с издательством игр через свою компанию, в которой он не получит никакой выгоды, если игра подходит по ценности Sochin. Хз, я все еще разбираюсь по всей этой штукой с компаниями. Такое чувство, что я читаю что-то от Тоби Фокс, если честно. А теперь перейдем к значению слова Sochin. Я же знаю, что вам очень интересно. Значение названия Sochin. Sochin означает цифра 9 на вьетнамском языке. Также его можно перевести как «сохранять мир» на японском. Это такая форма карате. Это число букв в моем имени и фамилии. Битлз выпустили песню с названием Revolution No. 9, в тексте которой постоянно повторяются слова номер 9, которые вдохновили Такахиро Мияшату выпустить бренд одежды с названием No. 9. Если вы умножите любое число на 9, а затем будете добавлять к нему числа, пока оно не станет однозначным, вы всегда получите 9. Самое главное, Сеох звучит хорошо как короткое название. Название бессмысленное, так что вы можете придать ему любое значение. Выбирайте любое, которое вам понравилось. В каком-то смысле, а вот тут начинается глубокая часть, оно схоже с жизнью. Пустое, бессмысленное. Может, к нему и привязано что-то из прошлого, но завтра новый день, и вы всегда можете придумать новый смысл. Бледная точка, Земля далеко-далеко в космосе. С этого места планета всего лишь пиксель. Наша жизнь в таком масштабе бессмысленна. Все, что я вам сейчас прочитал, вообще не относится к игре, я просто хотел поделиться забавно с сайтом разработчика. Также совсем недавно у Генри появился собственный сайт. Но, думаю, вам сейчас интересна больше игра, чем разработчик, не так ли? Хоть и в Steam Last Scene Online вышла недавно, на сайте itch.io она висит с декабря прошлого года. Психологический хоррор escape room, основанный на ранних флеш-играх.
Вы находите старый компьютер на гаражной распродаже, вы решаете его запустить. Вот мы опять в начале. Пройдя неимоверно сложную головоломку по отгадыванию пароля от компьютера с помощью собаки, мы попадаем на главный экран. Тут всего 4 приложения. Messenger Buddy List, или же пародия на AOL Instant Messenger, по крайней мере похож. Самый обычный проигрыватель музыки, игра Otherworld, которой нужен пароль, и закрытый архив с, судя по названию, фотографиями. Пора копаться в старых переписках, вообще обожаю такое, люблю читать личную информацию людей. Но зайдя в бодилист, нас тут же встречает Орион с вопросом, лист ли это сидит в сети. Так как наш главный герой любит совать нос в чужие дела, мы прикидываемся с владельцем компьютера и расспрашиваем про закрытый архив и игру. На первый вопрос про архив Орион советует пролистать старые переписки, а вот из-за того, что Лис не помнит свою игру детства, парень наконец начинает подозревать что-то неладное. И теперь надо понять, в какой последовательности проводился некий ритуал в Otherworld, чтобы получить доверие Ориона. Итак, у нас есть 2 загадки, решить которые нам поможет чтение личных переписок. Главный герой прекрасный человек, но если честно, мне тоже интересно копаться в чужом. Всего у нас 5 чатов. Я ставлю перевод на экране и буду выделять лишь основные части. Пройдемся по порядку. И да, я буду обращаться к персонажам по их именам. Ну или же никнеймам, если их имя нигде не указано. Первый на очереди у нас Лоусон. Вырезка из диалога. Лис и Лоусон делятся своими проблемами, а конкретно с родителями. У обоих ушел отец, и мать давит на них. Однако спустя какое-то время Лис не появляется в школе, отчего парень начинает волноваться. Лоусон продолжает изредка писать и делиться новостями, несмотря на то, что ему никто не отвечает. И, похоже, довольно много времени прошло с пропажей Лис, так как парень смог попасть в школу, о которой они мечтали вместе. Получается, Лис в один момент просто куда-то испарилась, никого не предупредив. Следующая переписка с неким Скоттом. С этим человеком Лис познакомилась в игре Otherworld, и он, похоже, рассказал ей про тот самый ритуал, о котором спрашивал еще Орион. Можно сразу заметить странную манеру речи Скотта. Ах да, ритуал Бафомета. Я бы писал его скорее как код Конами вселенной. Он не поможет тебе уйти, но перенесет твое сознание, твой код, в просветление. Я могу показать тебе вечность. Не знаю, какую такую вечность хочет показать взрослый мужик 14-летней девочке, но похоже на культ. Далее Скотт скидывает некую ссылку и начинается процесс ритуала. Лис говорит о том, что боится, однако Скотт ее успокаивает, обещая встретить ее вскоре. Ну а последнее сообщение Лис, написано страшным шрифтом, говорит, что ее покинули. Так, сейчас мы узнали, что в пропаже Лис замешан какой-то культ ритуала Бафомета, о котором девушка узнала из игры. Далее еще более странная переписка с Eternal Juice, или же на русском Вечный Нектар, ну или Нектар Вечности, если вам так угодно. Тут всего 4 сообщения, в первом же сообщении шифры какие-то, блять, ASL. Но на деле, как я выяснил, это означает возраст, пол и место жительности. Когда-то давно, хотя может и сейчас тоже, так начинали диалог. Лис отвечает, что ей лишь 14. Сладкий нектар юности, не могу дождаться, когда ты к нам присоединишься. Я вообще шутил про взрослых мужиков и невзрослых девочек, но, похоже, шутки стали явью. На очереди у нас Эмили, лучшая подруга Лис, которая даже выковечена на обоих компьютера. С ней больше всего сообщений, которые раскрывают детали касательно личности Лис, а также помогающие решить загадки. За 8 сообщений мы узнаем, что Лис влюблена в Лоусона. Также она считает себя некрасивой, хоть и подруга уверяет его в обратном. Девушка упоминает, что ненавидит быть на земле и хочет убежать прочь. Не забываем, кстати, что Лис не особо любит отца, что в целом справедливо. Итак, Лис натыкается на Otherworld и сидит там достаточно долго. В один момент она узнает способ выбраться отсюда навечно. Из диалога дальше нетрудно понять, что речь идет об ритуале. В архиве находятся шаги его проведения, которые уже проходил Орион. Спустя день Лис проводит те же действия, и ритуал сработал? В страшных залгийских сообщениях Лис говорит об этом. Однако Эмили считает это какую-то шутку и блокирует лучшую подругу навсегда. Выводы делайте сами. Но перед тем, как решить головоломки и двигаться по сюжету, прочитаем последнюю переписку с Орионом. В диалоге ничего особо примечательного нет, хотя помимо того, что на момент переписки Лис успела провести 849 часов в Otherworld, и вновь упоминание ритуала, но только одним сообщением, что он сработал. Однако Орион скидывает ссылку на странное приложение Red Herring, которое даже до сих пор можно скачать. Как он сам сказал, к Otherworld оно не имеет никакого отношения и выглядит скорее как какой-то арт-проект. Открыв это приложение, мы видим дом, собранный из, похоже, от ксерокопированных PNG-шек, который можно даже выделить и куда-нибудь перенести.
Но можно зайти, а там валяется мальчик. Именно мальчик, кстати, как говорит текст ниже. Кликнув на него, всплывает окно с рандомно заблюренным лицом и надписью «Мне нехорошо». Как-то раз у меня там попадалась и девочка с таким же приколом при нажатии. А я тут пишу сценарий, в общем, и вот. Это девочка, да. Я не врал. Только обычно они лежат на кровати, а тут прямо на полу у стиралки. А еще при каких-то обстоятельствах, я честно сам без понятия каких, внизу может быть текст «Молись всему угодно, кроме Бога». Чё это вообще значит? Имеет ли какой-то смысл? Зачем я это упомянул? Не знаю. Головоломка с паролем от архива проста. Надо поставить окно проигрывателя музыки под рамку рабочего стола и послушать текст песен в нужной очередности. All three things, oh, oh, I know. 6 feet under the ground. If you are not around, don't want to be alone. Ну и так мы получаем комбинацию цифр. Просто, но прикольно. Раз уж мы добрались до плеера, тут тоже можно кое-что выделить. Кто мог подумать, но музыка, а конкретно ее текст, тоже используется для повествования. Нам всего лишь дают вырезки из песен секунд на 15, но они нужны как для решения загадки, так и намекают на отношение лиц к жизни. Please don't say that it's over. I put my luck on a 4-leaf clover. Don't say it's nostalgia. I'd rather stay in the past if I want to. A babbling river upon that glows, a hot spring overflows. All three things, oh, oh, I know. I don't want to be buried 6 feet under the ground. If you are not around, don't want to be alone. I don't want to leave this world if you're not by my side. No, I don't wanna die without you. Кстати, забавная деталь. Некоторые файлы имеют формат .wav, а некоторые .mp3. Так еще и название имеет вкрапление сайтов или пробелы заменены нижним подчеркиванием. Непримечательные детали, конечно, но подобно создает атмосферу того, что этим компьютером действительно кто-то мог пользоваться в прошлом и скачивал песни из разных сайтов. Продолжаем сюжет. Хуй с ним, не продолжаем. Тут еще куча текста в дневнике Лиз. Потерпите, я скоро соберу весь этот поток информации в одну более-менее построенную кучу. 24 августа. Нашла свой старый дневник и вдохновилась сделать цифровую версию. Было странно его читать. Куча вещей, через которые я проходила 4 года назад, звучат, будто я продолжаю идти через те же проблемы снова и снова. 27 августа. Упс, не смогла записать, ибо пришлось готовиться к тесту. 28 августа. Последнее время я провожу много времени за компом. Мне реально нужно выходить на улицу чаще. Еще я нашла себе нового друга по имени Ориан. Сегодня он показал мне новую игру. 2 сентября. Только что увидела пост на Занго о том, что Кев совсем недавно скончался. Было странно это видеть. Я чувствовала себя какой-то бесчувственной. Так оно и было. У поста была куча комментариев по типу «Рип Кев» и все в таком духе. Я не знала его.
Хз, как себя чувствовать. 3 сентября. Я забыла. Шкафчик Кева раньше был прямо под моим. Мне приходилось отходить в сторону, когда он приходил. Я слышала его голос. «Привет, простите». Я так привыкла к этому. Когда я закрыла шкафчик, сразу поняла, что не слышу его, и мне не нужно было отходить в сторону. А после я заплакала и не могла перестать плакать. Смерть так страшна для меня, просто как кто-то может просто исчезнуть. Каждая мелочь, связанная с этим человеком, все, что он собирался сделать завтра, Кев пойдет на занятия на следующий день, или Кев готовится к духовной неделе на следующей неделе, все просто исчезает. 4 сентября. Лоусон, Эм и я посетили сегодня съезд Landless S680. Кто-то поставил белый крест на том месте, где разбился Кев и его отец. Я написала Кеву письмо и оставила там. 5 сентября. Мама узнала, что Лоусон отвез меня к могиле Кева и чертовски разозлилась. Она сказала мне на своем дурацком ломаном английском, что я преступник. Она сказала, что я разрушила ее красоту тем, что родилась. И самое меньшее, что я могу сделать, это быть хорошим ребенком. После школы я засиживалась допоздна в компьютерном классе библиотеки. Я излила душу Лариону. Я пошла домой и зашла в свою комнату. Мама молчала, не сказала мне ни слова. 6 сентября. Моя мама вчера вызвала мусоров. Она сообщила о моем исчезновении, а потом сегодня она снова вызвала ёбаных мусоров, сказав им арестовать меня, потому что она сказала, что я принимала наркотики вчера. Что за херня? 13 сентября. Извини, компьютер. Прошло пару дней, я уезжала. Я провела неделю у Эм. Эм такая хорошая подруга. Мама Эм позвонила моей маме. В конце концов, мы с мамой разговорились. Она отвезла меня в мое любимое китайское заведение с креветками и медовыми грецкими орехами. Она рассказала мне, как тяжело все это делать в одиночку и как она не понимает, как это выдерживают. Иногда я могу понять маму, но большую часть времени я не могу. Иногда она просто говорит очень странные вещи. Я понимаю, что она любит меня и хочет, чтобы я росла хорошо. Я люблю ее тоже. И мне нравится, как глупая она иногда может быть. Но порой она говорит самые гадкие вещи, которые только могут быть. 13 октября. Мама в гостях у бабушки, поэтому я прогуляла занятия. Орион прислал мне несколько манг ужасов, ибо сейчас Хэллоуин. Прошлой ночью мы были одержимы поиском истории о серийных убийцах. Он познакомил меня со Скоттом. Возможно, я скоро присоединюсь к ним. Последняя запись к каналу Хэллоуина, строчки из песни, которую мы до этого прослушали. Ну что ж, давайте попробуем восстановить хронологию, прежде чем двигаться по сюжету. Жила простая семья с одним ребенком. Отец по какой-то причине ушел, и по итогу мать с дочкой, в надежде на лучшее, переехали в другую страну. Об этом намекает фраза дневника Лиз, проломанной английской матери. Лиз уживается в новом месте, даже заводит друзей, влюбляется в парня. Однако жизнь девушки все равно не сахар. Переезд в целую другую страну, постоянные ссоры с матерью, переходный возраст, а про школу, думаю, и так понятно. Лиз начинает все больше зависать в компьютере и в какой-то момент знакомится с Орианом, который показывает ей новую на тот момент игру Otherworld. Девушку игра крайне сильно затягивает, и там она натыкается на некую группу сектантов, которые с посредством ритуала помещают разум в просвещение. Ну, иными словами, запихивают душу в код игры. Это выглядит как идеальный вариант для Лиз. Уход от реальности в игру с кучей людей, где нет никаких проблем, преследующих ее в жизни. Ну а последствия мы знаем, ритуал сработал, и девушки теперь действительно нет в нашем мире. Ну ладно, сюжет, там у нас вот так-то это головоломки есть. Возвращаясь к диалогу с Орином, нам надо восстановить последовательность проведения ритуала. Архив открыл нам кучу пронумерованных фотографий со странным наполнением в виде мемориалов, статуй и всего прочего культистского.
Интересно, что же это значит? Ну, короче, головоломка простая. Орин дает пароль от регистрации и внезапно говорит о том, что ему надо отойти. Ну ладно. Вводим пароль в Otherworld и... Ну что, страшно? Вы так-то начали забывать, что мы тут в хоррор играем. Ну ладно, попугались и хватит, продолжаем. Заходим наконец в Otherworld, и нас встречает прекрасное пустое поле с JPEG небом и какими-то фигурами вдали. А также сообщение в чате от Ориана внезапно. Ты не лис. И все. Больше за игру ничего не скажет. Потыкав фигуры, игра нам объясняет ее три основных стержня. Сообщество, что соединяет всех, структура, что держит всех вместе, и креативность, что поддерживает жизнь. Слева находится Nexus, в котором хранятся миры пользователя. Справа находится клуб с рандомной отсылкой на Twin Peaks. Where we from? The birds sing a freshly song. And there's always music in the air. Ну а в нем еще, кстати, знакомились люди. Получается, что Otherworld это древний аналог VR-чата. Скорее, люстра просто уебется мне на голову, чем разобьется, Куда пошел, блядь, спускайся давай. Такой, блядь, Саня, блядь. Нетрудно подметить, что местечко выглядит пустым, однако там вдали виднеется что-то расплывчатое. И нас приветствует лис. Бедняга Заригдориус в пол, и мы ей помогли. Она отводит нас к Нексусу и открывает мир Дом Бафомета. Это, помните, как там звался ритуал? Ритуал Люцифера? Ладно, тут точно нет ничего подозрительного. Ну, значит, заходим туда, че. И все настроение окружения меняется. Небо теперь зловеще бордовое, а система нам объявляет: перед вами Дом Бафомета, место, соединяющее миры внутри миров. Чтобы войти, вы должны следовать указаниям тех, кто был здесь до вас. Видим дверь с ручками, которыми можно стучать, а справа мемориал, который мы видели до этого на скриншотах. Нажатие на них воспроизводит звук и цитату умерших, намекающих на решение загадки. Решаем. Проходим далее, а там статуя с головами животных, которые держат предметы. Ну, очередная загадка. Решаем, идем дальше. Вы достаточно разумны. Нет. Теперь нас встречают блоки с буквами и фонтан. И вот тут, признаюсь честно, когда я впервые проходил, мне пришлось посмотреть решение. Каюсь, я дурак, честно, умоляю, простите меня, прошу, всем сердцем, на полу стою, на коленях. На коленях. До моих крахмальных мозгов просто не дошло то, что стоя в корее в фонтане образуют буквы, формируя слово вечность или же forever. Оно и решение, кстати. А теперь финал. 3 рамки, в которые надо загрузить фотографию, подходящую к вопросу. Чьим музам ты доверяешь больше всего? Какое твое безответное желание? И кто творец твоей судьбы? Догадаться, какие нужны фотографии, нетрудно, особенно учитывая то, что их не так-то и много. Рамки загораются и...
Что ж, вот и финал. А теперь пришла пора разгребать ту тонну вопросов, которые появились за все прохождение игры. Я выделю несколько вопросов по возрастанию интереса к ним. На первые два из них есть даже официальный ответ от разработчика. Первое. Можно ли зайти в аккаунт Liz в Otherworld? Второе. Имеет ли Red Herring хоть какое-то отношение к сюжету? Третье. Засосала ли главного героя в компьютер в концовке игры? Четвертое. Можно ли как-то помочь Лиз? И пятое. Кто такой Орион и что вообще с ним происходит? Пройдемся по порядку. Кликнув на иконку Otherworld, нас встречают две опции. Либо войти в существующий аккаунт, либо зарегистрировать новый. И тут всплывает закономерный вопрос. Если сознание Лиз находится в файлах этого компьютера, то что произойдет, если мы зайдем в ее аккаунт? Только тут уже появляется проблема. А где, собственно, найти сам логин и пароль? Ладно, начинаем копать. В странице Steam и на просторах YouTube есть трейлер LCO. Вот оттуда уже можно узнать, что логин от аккаунта Лиз. Лиз? А пароль скрывается за 8 символами. Ну и круто. И что дальше? А все! Нету больше нигде информации, даже намеков на нее. И, честно говоря, я уже сомневаюсь, что Генри в принципе давал такую возможность. Вопрос про аккаунт Лиз всплывает то тут, то там в обсуждениях игры, но ответ я нашел только в Discord-сервере. Он, кстати, сыграет ключевую роль в этом видео. Дамы и господа, и ответ на данный вопрос... В аккаунт Лиз нельзя в принципе зайти. Ну, по крайней мере, не в этой игре. Ну, как я и предполагал, собственно говоря. А чё вы так на меня смотрите? А, я разве не говорил? У игры будет сиквел, да. Когда именно не было объявлено, но мы обязательно дождемся. Что ж, переходим к Red Herring. У этого арт-проекта есть куча вариаций при его запуске. Тут же мужик может лежать в разных позах и на разных этажах. Мебель каждый раз отличается, иногда вместо мальчика может появиться девочка, ну о чем я уже говорил. Я не врал. Но и бывает, что они лежат вместе, а может их вовсе не будет. Фига себе заявка, тут два парня. А тут вообще комбо, блядь. Девочка, мальчик, мальчик. Каждый раз, кликая на них, всплывает окно с рандомным лицом, но с одной и той же надписью. В браузерной версии игры при нажатии на людей открывается сайт LastPinas, содержащий все PNG, использующихся в приложении. Есть, конечно, пара вывесок, однако прочитать, что на них или найти в интернете у меня не получилось. Еще и надпись такая загадочная, кстати. «Молись всему, кроме бога». Если обновить страницу с Red Herring, то на долю секунды можно увидеть задний двор и даже зайти в сарай. Но ничего там интересного нет. В Дискорде как-то высказывались, что находили на HU версию, что Red Herring — это инструмент культа Бафомета для заманивания людей. Ну, то есть, по их мнению, это работает как-то так. Скачивает 8 человек приложение, видит валяющихся людей, которым нехорошо, говорит «Oh, wow, that is relatable!» и бежит в Otherworld проводить ритуал, чтобы сбежать от своей жалкой жизни. Да, звучит наивно и глупо, но, знаете, мне такая теория даже нравится. Она добавляет смысл приложению, так еще и углубляет лор культа. Я бы с радостью посмотрел, как последователи привлекают к себе внимание людей подобными арт-проектами. Но если взглянуть под другим углом, Red Herring имеет даже обозначение как что-то, нацеленное отвлечь внимание от настоящей проблемы. Ну что, врубаем символизм? Думаю, так понятно, что само приложение имеет смысл «все хорошо, но мне плохо». Наверное, все это испытывали. Вроде есть жилье, вроде есть занятость в виде работы или школу с универом. Еще вся жизнь впереди. Есть какое-то свободное время заниматься своими делами. Но вот что-то не так. Нет никакого желания что-либо делать, и по итогу ты лежишь на кровати и чувствуешь себя хреново. Сам по себе Red Herring — это приложение. Арт-проект, как его назвал Орион. А для чего мы сидим в разных приложениях, будь то на компьютере или телефоне? Зачем люди занимаются творчеством в случаях, когда это не приносит им никакой прибыли? Правильно, чтобы отвлечься от реальности. От проблем реальности. Может быть, Red Herring имеет чуть более глубокий смысл и затрагивает сферу развлечений. Ну, то бишь приложение, буквально названное «отвлечение от проблем», тыкает нас лицом в эти же самые проблемы. Иронично, не так ли? Имеет ли это приложение отношение к истории LCO? Ну, можно сказать, что
Сам Otherworld стал самим понятием Red Herring. Посудите сами, жизнь Лиз далеко не сказка, и отдушину, отречение от проблемы она находит в компьютерной игре. Но дальше мы знаем, что будет по сюжету. И если подводить итог, то для меня Red Herring стал еще одним способом рассказать о Лиз, ну и намекнуть на нашу жизнь с более символической точки зрения. Но я бы все равно хотел, чтобы теория с рекламой культа Бафомета оказалась верна. Это забавно будет. Ну а так, на деле Red Herring это всего лишь пасалка другого разработчика, поэтому, кстати, это приложение так сильно выделяется на фоне игры и у него нет перевода. А создатели Red Herring, кстати, есть еще одна игра. Спальня в Last Pinos. Знакомое название, не так ли? Может быть, там есть хоть какие-то ответы? Я прошел Bedroom in Last Pinos и... В общем, нет там никакой связи с Last Scene Online. Но сюжет там, конечно... Касательно концовки. В последнем этапе ритуала мы ставим в рамки не наши фотографии. Игра это замечает и говорит о конфликте, так как аура души не соответствует Дани. Однако кот быстро находит решение, использовав запись веб-камеры со звонка Ориона. Вы прикиньте, этот страшный момент имеет вес в сюжете. В какой-то момент Лиз, похоже, захотела выпендриться и начала общаться с нами посредством всплывающих окон, которые так-то занимают место оперативной памяти. Процесс переноса души в игру жирает много места, о чем гласит диспетчер задач. И тут вступает Лоусон со словами, что пора двигаться дальше. Лиз не выдерживает наплыва эмоций и начинает активно спамить всплывашками, ну и наконец добивает Otherworld. Да, хоть и концовку можно считать открытой, но я склоняюсь думать, что душу главного героя не засунули к Лиз. Все-таки что компьютер, что игра Otherworld уже старая. Если брать наше время, то с момента пропажи Лиз прошло уже 18 лет. Для нас это хорошо, никакой вечности в рамках какой-то рандомной игры. Но вот Лиз все так же заперти. Она вновь осталась одна и снова по своей вине. Кстати, насчет Лиз. Так может, есть возможность хорошей концовки для ее судьбы? Решил я как-то присоединиться к Дискорду ЛСО, чтобы помочь с русским переводом игры, и по итогу пообщаться в чате. Ой. Ну, начнем с того, что имеем на руках. Итак, первое. Орион попал в игру первым, ну, если информация из диалога Лиз с Эмили верна. К этой персоне мы, кстати, еще вернемся. Как Лиз сказал в своем монологе, те люди, что прошли ритуал Бафомета и попали в игру, спустя время попытались удалить себя, но у них ничего не вышло и их сознание слилось с каким-то системным файлом. Третье. Лиз, похоже, просто пропала из реального мира. Про ее тело ничего не сказано, хоть и есть мемориал в ее честь. То же самое и с Орионом. Нам показывают только страшный стул с кровью и мухами, но никакого тела там не видно. Четвертое. Лиз могла пользоваться бодилистом и переписываться с людьми, ну, во всяком случае, во время ритуала. Она и сейчас так-то может создавать всплывающие окна и даже пользоваться интернетом, поскольку она показывала нам страницы ее друзей и кучу пользователей не в сети во время своего монолога. Вырисовывается не лучшая картина. Неизвестно, что происходит с телом человека, когда его разум переселяют в Otherworld. Не совсем понятно, где и как хранится сознание. Даже сама Лиз задается этим вопросом. По идее, учитывая, что у Otherworld есть сервера с данными как самой игры, так и пользователей, ну и что людей запихивают именно в само приложение, то сознание находится именно на серверах. Однако, как я указал ранее, игроки могут пользоваться своим компьютером и что-то в нем творить. Похоже, у нас есть сразу два места, по которым раскидывается душа человека. Сервера Otherworld и компьютер самого пользователя. В таком случае получается, что файл Лиз, по идее, раскинут по всему интернету и находится на всех компьютерах, где установлен Otherworld. И вот тут созревает вопрос, а можно ли как-то вернуть людей из игры в реальный мир? Но не похоже. Ни тела, ни дела, ничего у нас нет. 18 лет прошло, ребята. Даже если тело Лиз как-то сохранилось, то уже давно сгнило без сознания. Хорошо, тогда другой вопрос. А можно ли хоть чем-то помочь Лиз?
Я предполагаю, что ее файл можно куда-то перенести, если взять его с серверов игры и компьютера Лиз. Но вот куда, уже хороший вопрос. Можно было бы найти какую-нибудь игру с схожим с кодом, но я сомневаюсь, что спустя 18 лет найдется подходящее место. С другой стороны, у нас есть интернет. Но к нему-то, судя по окнам с неким фейсграммом, доступ у Листа есть. Однако, кстати, ограниченный, так как она все еще считается запертой в игре. Это звездец какой-то, у меня мозги плод этих размышлений. Этой теории вообще изначально в сценарии не было. Так вот, я тут навалил как-то информации, но так и не собрал ее воедино. Если подводить итог. Файл Лиз, предположительно, раздвоена сервера Otherworld и ее компьютер. Вытащить ее из игры будет проблематично, так как у нас, как минимум, нету ее тела. В теории, файл Лиз можно выгрузить либо в интернет, либо создать кибернетического робота-терминатора-убийцу, загрузить туда создание Лиз, и начнется сюжет игры Санаби. А теперь пришла очередь Ориана, кладезь неразгаданных тайн. Человек-загадка. И самый интересный персонаж игры, так как про него у нас меньше всего информации. Вероятнее всего, он и познакомил Лиз со Скоттом и Культом, предварительно показав ей игру. Кстати, Орианом также зовут охотника из греческой мифологии. С ним там тоже ничего не ясно. Намекающая имечко, не так ли? Как я и говорил выше, он тоже прошел ритуал и попал в Otherworld. Исходя из того, что в игре его, нет, об этом говорит даже сама Лиз, он один из тех, кто попытался удалить свой файл. Но вот тут загвоздка. Если его разум смешался с каким-то рандомным файлом и сейчас он уже при агонии, то каким нахрен образом он сначала пишет на мессенджере, а потом в самой игре? То, что Ориан мертв насмерть, нам говорит видеозвонок с ним. Это тоже тот еще прикол. В Дискорде как-то высказали теорию, что Лиз завладела аккаунтом Ориана. Ну, типа она мастермайнд, и главный герой по ее гениальному плану должен попасть в Otherworld к ней. Как бы это возможно, учитывая мои слова ранее, что она имеет доступ к своему компу. Ну и плюсом идет то, что Лиз не разговаривает с нами ровно до тех пор, пока мы не проведем ритуал и начнется перенос нашей души в игру. Подозрительно как-то не находите? Но тогда зачем проводить Близ-опрос про последовательность обряда и перенаправлять читать другие чаты, если Лиз заранее знает код от архива и инвайт код для регистрации в игре? Забыла, что ли? Как-то странно с ее стороны замедлять главного героя поисками ответов на вопросы. И тут я решил посмотреть достижения в стимовской версии игры. Расшифровав код Цезаря в описании ачивки «Ты не Лиз», получаем текст. Ориан говорит: «Лиз, это я! Я нашел кое-кого. Не волнуйся, ты больше не будешь одна». Это все меняет. Может быть, Ориан и слился с каким-то файлом, но все равно имеет доступ к своему компьютеру, прямо как и Лиз. Увидев, что аккаунт Лиз внезапно заходит в сеть, когда девушка сама находится в игре, Ориан тут же и появляется с вопросами. Удостоверившись, что главный герой не является настоящим владельцем компьютера, он специально дает нам код приглашения в Otherworld и звонит по видеозвонку, чтобы записать наше лицо, так как у ритуала Бахмета иначе не будет фотографии главного героя, чтобы запихнуть его в игру. Он общается с Лиз в Otherworld, предлагая ей заманить главного героя в дом Бахмета и провести ритуал, чтобы она больше не была одна. Вот почему Лиз без всяких диалогов идет нас в другой мир, и вот почему она начинает говорить только во время переноса души, чтобы оттянуть время. Все сходится. Ориан главный злодей. Я нормальный, слышите? Я нормальный. Эта теория не появилась, если бы я не заметил достижения. Забавно, как маленькая деталь может перевернуть все восприятие сюжета, да? Продолжая быть последователем культа Бафомета, даже будучи запечатанным в файлах игры, Ориан продолжает свое дело. И тут может быть несколько разветвлений. Либо он использует Лиз как способ завлечь главного героя в проведение ритуала, либо наоборот, он пытается хоть чем-то помочь девушке, чтобы ей не было так одиноко в игре. Кто знает, может и все сразу. Изначально в моей голове эта теория была только одна. И она называлась «Ориан хороший друг, но плохой человек». Однако сейчас я даже не знаю, какой смысл больше подходит под персонажа Ориана. Он буквально может быть как жертвой ситуации, так и чуть ли не главным злодеем игры. Что же, узнаем только во второй части игры. Осталось только ее дождаться.
Теории на уровне FNAF, конечно, ничего не понятно, но очень интересно. Но не в этом ли прелесть, что игра на 15 минут смогла вызвать столько размышлений? Большое спасибо Forbidden Fallacy, ну или же в Polygraphic, за то, что разбирался в этом всем и выдвигал занятные теории. Но на самом деле я всех обманул. Ведь Орион — это... лук. Ну вы поняли, типа Орион и Онион с английского созвучные. А потом Генри с дребезгом разбивает теории, говоря, что мы подошли достаточно близко, но все равно недостаточно. Хотя, кто знает, на тот момент в моей теории с Орином была только добрая версия. Что ж, наверное, пора подводить итоги. И тут я скидываю себе маски рассказчика, клоуна и поехавшего. Ну и примеряю образ игрового критика. Я специально подавал информацию так, как это предполагалось игрой, чтобы погрузить вас в то, как выстроен сюжет разработчикам. И что тут сказать? Сюжет с его подачи хороши. Да, мы узнаем крупицы информации буквально при помощи записок, прямо как в инди-хоррорах на Unity. Но это объяснено сеттингом и сюжетом, так еще и оформлено интересно. Главное, разнообразно. Только лично от себя я бы добавил еще чуть-чуть больше возможностей узнать про Лиз. Допустим, показать сайты, на которых она зависает в интернете. Может быть, историю ее поиска с тревожными запросами. Кто знает, может она любит заниматься рисованием, и можно было бы показать пару ее рисунков. Но немного не хватило мне переписок, музыки и личного дневника. Кстати, еще бы я хотел узнать про ее друзей. Как Эмили справлялась с тем, что ее подруга просто взяла и испарилась? Ну вот, кстати, монолог Лиз в конце продолжает иногда вызывать у меня мурашки при просмотре. Графика простая и, даже немного карикатурная, но со своим стилем. Окна, приложения, ну и прочие вещи, связанные с интерфейсом, стараются походить на стиль Windows XP и приложений 2000-х годов. Otherworld вполне себе ощущается как старенькая и забытая игра с ранней эпохи интернета. А в доме Бафомета чувствуется любовь Генри ко всяким культистским штучкам. Все такое красное, угрюмое, наполненное символами и статуей вместе с замудренным текстом. Выглядит лаконично и... даже не знаю, фаново. Итак, очередное включение. В общем, недавно игра получила обновление, в которое полностью были перерисованы большая часть текстурок. И об этом я расскажу в следующем видео. Причина этого крайне проста, я заебался. Это видео я так долго делаю, и уже тут впихивать нечего, да и слишком много информации будет для этих 50 минут. Поэтому ждать следующее видео, там я рассмотрю уже и новые текстурки, и парочку теорий, в особенности про Red Herring, там еще кое-что всплыло интересное про него. Вот, да, не смей отвлекать больше. Помимо тех 8 кусков песен, что мы имеем в игре, еще есть несколько эмбиентных треков и тема титров, которые не используются. Мне она нравится вообще-то. Вы уже слышали тему Otherworld в моменте произношения слова «Сочин». Простой, спокойный и даже расслабляющий, но в то же время давящий своим одиночеством ambient. Ну и трек с концовки. Для меня он уже плотно ассоциируется с монологом Лисы, чего всякий раз вызывает мурашки. Тоже такой протяжный, ностальгический и меланхоличный трек. Однако он играет новыми красками ближе к концу, когда мы начинаем понимать, к чему все идет. И все становится более тревожным и давящим из-за увеличения помех. Ну и под конец он резко обрывается, прямо как и концовка. Что касаемо геймплея,
Игра оправдывает свое описание про вдохновление старыми флеш-играми в жанре Escape Room. Не шибко трудные и достаточно интересные головоломки, хотя кого-то они и способны остановить. Разбавляющий сюжет? Мне нечего сказать, я просто рад тому, что нас не заставляет искать по пикселям точки, на которые можно кликнуть, чтобы продолжить игру. А вот что насчет хоррора? Ну, не страшная игра. Смотреть на ошарашенную реакцию летсплейщиков забавно, конечно. Орион позвонил. По видеозвонку? Ты чё, дурак? Ты чё, дурак? Босса, камера включена. Камера включилась, чё? Что это такое вообще? Это что за хрень? Я ни хрена не понял. Но у меня момент со звонком Орена вызвал не столько испуг, сколько мысль «О, прикольно». Я пытался нагнать какую-то атмосферу музыкой, страшилками-пугалками в виде небольших скримеров и намеков на будущее во время видео. Но в самой игре ничего такого нет. Да и на самом деле не то, чтобы это нужно было. Это психологический хоррор. Нас должна пугать не страшная бабайка, не крутящийся стул с месячными, а поистине трагичная ситуация Лиз. Монолог Лиз хорошо выдерживает нужный меланхоличный тон игры, которая сменяется напряженной под конец. Самое страшное, что может быть в этой игре, ее схожесть с жизнью некоторых людей. Кто бы мог подумать, что простенькая инди-игра на 15 минут сможет влезть в мою душу настолько, что я вложу кровь, пот и слезы в создание такого длинного видео. И, видно, ни одному мне понравилось Лосин Онлайн, учитывая просмотры на ютубе, постоянно появляющиеся комментарии на itch.io, недавний выход обновления с переводами на 11 языков от комьюнити. И, хоть не настолько активный, но более-менее живой дискласс-сервер, насчитывающий практически 1000 человек. Заглядывайте туда, кстати. Там бывает весело. И немного странно. Удивительно, сколько внимания с разных уголков мира привлекла эта игра. Сам не верю в то, что это говорю, но вы дошли до конца видео. Поздравляю. Перед концом я бы хотел сказать, если вам понравилась игра, то, пожалуйста, пройдите ее сами, напишите отзыв в Steam или itch.io. Думаю, разработчику будет очень приятно. Спасибо за просмотр. И не забывайте ценить яркие моменты своей жизни, даже если их немного. Ведь в один момент, рано или поздно, вы потеряете все. I don't want to be buried 6 feet under the ground. If you are not around, don't want to be alone. I don't want to leave this world if you're not by my side. No, I don't wanna die without you. Meow, 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 meow.